Всем привет! С вами Анна. И вот такого очаровательного, нежного котика-кроху ростом 25 сантиметров без учета ушек предлагаю связать со мной сегодня. Посмотрите, какой он красивый и миленький со всех сторон. Посмотрите, какой хорошенький. Для тех, кто еще не подписался на мой телеграм-канал, подписывайтесь, присоединяйтесь к нашему общению, участвуйте в акциях и, конечно же, присылайте фотографии своих работ, связанных по моим мастер-классам. Ссылку на канал оставлю в комментарии под этим видео. Но теперь о нашем малыше. Он практически цельно вязаный, пришьем только ушки. Так что, как всегда, будем максимально наслаждаться процессом вязания. Что касается расхода пряжи. Основного цвета ушло чуть больше одного мотка. В этой пряже в намотке в одном моточке 68 метров. И совсем немножко на кончике лапок и хвостика. Вяжется легко и просто. Мастер-класс, как всегда, подробный. Так что у вас просто не может не получиться такой кроха. И такой котик будет радовать всех от мала до велика. Ну что, давайте начинать вязать. Вязать котенка я буду пряжей Alize Velluto. Основной цвет такой ярко-розовый. Ну а для кончиков лапок и для кончика хвоста я буду использовать медовый цвет. Для этой пряжи я возьму крючок номер 6. Глазки я буду использовать диаметром 22 мм синей ратушкой с безопасным креплением. А носик у меня будет 10 миллиметров. И на примере носика я хотела показать, как лучше всего вставлять заглушку на игрушках. Смотрите, я всегда в каждом мастер-классе говорю, вставляем заглушку более широкой стороной к вязаному полотну. И на самом деле вот так это выглядит. На носике решила вам показать. Точно так же вставляются и глазки, да, это понятно. Вот что значит более широкой стороной к вязаному полотну. Вот на примере носика вам показала. Так, ну а мы с вами начинаем. И начнем вязать с верхней лапки. Вот с такой лапули. Готовим рабочую ниточку и приступаем. Берем тот цвет, которым вы будете вязать кончики лапок. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам с вами нужно сделать 6 прибавок. То есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида. И у нас образуется 12 петель. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Раз, два, третья прибавка. Затягиваем колечко. Раз, два, четвертая прибавка. Раз, два, пятая прибавка. И раз, два, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И приступаем к вязанию третьего ряда. А точнее, вы самостоятельно третий и четвертый ряд вяжете по 12 столбиков без накидов в каждом ряду. И мы с вами уже увидимся на 5-м ряду. Мы связали с вами 4 ряда у верхней лапки. И сейчас наступил момент смены цвета, смены нити. Что мы с вами делаем? В первую петлю 5-го ряда
мы вяжем соединительный столбик и отрезаем, отрываем ниточку, оставив совсем небольшой кончик. Она нам пока больше не нужна. Вытягиваем петлю, чтобы она у нас не потерялась. И смотрите, вводим крючок в последнюю петлю ряда предыдущего. Захватываем ниточку другого цвета. Далее придерживаем, кончик нити. Делаем воздушную петлю. Далее вводим крючок вот под эту соединительную петлю. Захватываем снова нашу ниточку новую. На крючке 2 петли. Подхватываем вот эту петлю, предыдущего цвета. Немножечко можно подтянуть кончики все. И, захватывая рабочую ниточку, протягиваем ее через все 3 петли. Далее тянем за вот этот кончик. И у нас получилось такое достаточно незаметное место, где мы поменяли ниточку. Мы с вами провязали первый столбик без накида 5-го ряда. Давайте вместе провяжем второй. При этом мы будем обвязывать кончики нитей, чтобы у нас ничего не распустилось, ниточка нигде не вылезла. Вяжем второй столбик без накида, 3-й, 4-й и так далее. Далее вы просто довязываете до конца 5-й ряд, это получается еще 8 петель вам провязать, 8 столбиков без накида. И также вяжете еще самостоятельно 6-й ряд, тоже 12 столбиков без накида в 6-м ряду, без каких-либо изменений. И мы с вами уже увидимся на 7-м ряду. 5-й ряд довязывайте, 6-й ряд вяжете и до встречи на 7-м ряду. 6 рядов связали у лапки. Смотрите, как красиво выглядит место смены нити. Практически незаметно. Сейчас нам с вами в 7-м ряду необходимо 2 раза повторить следующую комбинацию. 4 столбика без накида, убавка. И в результате мы получим уже 10 петель. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. Давайте с вами до конца довяжу этот ряд. 1, 2, 3, 4. Вторая убавка. Сейчас самостоятельно, получается, 7-й связали, 8-й и 9-й ряд вяжете по 10 столбиков без накида в каждом ряду и до встречи на 10-м ряду. Лапку мы практически довязали, 9 рядов по лапке, и сейчас мы будем с вами уже закрывать эту деталь. Но перед тем, как мы закроем, не забудьте обязательно набить синтепухом нашу лапулю. Смотрите, у нас по периметру 10 петель. Соответственно, мы будем захватывать за переднюю и за заднюю стеночку, провязывая при этом 5 столбиков без накида. Захватываем переднюю стеночку и заднюю. 1, передняя, задняя. 2, 3, 4 и последняя боковая 5. Все, с лапкой мы закончили. Отрезаем, отрываем, кому как удобно, ниточку. Делаем закрепительный узелок. Все.
У меня готова вторая лапка. Вы точно так же вяжете еще одну, ну а мы приступаем к вязанию хвостика. Берем рабочую нить, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам с вами нужно сделать 6 прибавок. То есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида. И в результате получим 12 петель. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. Затягиваем кольцо. 1, 2, четвертая прибавка. 1, 2, пятая прибавка. И 1, 2, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И сейчас самостоятельно с 3 по 5 ряд включительно, это 3 ряда получается, да, провязывайте по 12 столбиков без накида вот этим цветом. И мы с вами встретимся уже на 6-м ряду. 3 рядочка вяжем и встречаемся. Связали у хвостика 5 рядов. И сейчас наступил момент смены цвета, смены нити. Я заранее оторвала ниточку, не обращайте внимания, просто чтобы она мне здесь не мешала. Вы это сделаете чуть позднее. Менять цвет мы будем точно так же, как это делали на лапке. В первую петлю 6-го ряда мы с вами провязываем соединительный столбик. Вытягиваем немножечко петлю, чтобы она у нас никуда не потерялась. И сейчас как раз можете отрезать, оторвать, как кому удобно, эту ниточку. Далее вводим крючок под последнюю петлю 5-го ряда. Захватываем уже другую нить, нить другого цвета. Делаем воздушную петлю. Далее вводим крючок вот под этот соединительный столбик. Снова захватываем ниточку. У нас на крючке 2 петли. Подхватываем вот эту петлю 3, захватываем рабочую ниточку, протягиваем через все 3 петли на крючке. Теперь тянем за кончик вот этой нити, и она у нас спряталась. Снова все красиво и аккуратно. И это мы с вами провязали первую петлю 6-го ряда. Но в этом 6-м ряду нам необходимо 2 раза повторить следующую комбинацию. 4 столбика без накида, убавка. В результате образуется 10 петель. Поэтому внимательно. Первый столбик без накида мы уже считаем провязали. Далее вяжем второй столбик без накида, при этом обвязываем кончики нити. 2, 3, 4 и уже можно дальше не обвязывать, а сделать первую убавку. Убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще один раз, и мы увидимся на 7-м ряду. 6-й ряд довязали до конца. Теперь самостоятельно 7-й и 8-й ряд вяжем по 10 столбиков без накида в каждом ряду и до встречи на 9-м ряду. Закончили вязать 8-й ряд. В 9-м ряду нам с вами нужно 2 раза повторить следующую комбинацию. 3 столбика без накида, убавка, и у нас уже образуется 8 петель.
Раз, два, три. Первая убавка. Вам сделать так еще один раз, и мы увидимся на 10 ряду. Довязали до конца 9 ряд, а 10 самостоятельно, нет, не только 10, давайте 10 и 11 самостоятельно по 8 столбиков без накида в каждом ряду вяжете, и уже встречаемся на 12 ряду. 2 рядочка по 8 столбиков без накида и встречаемся. Связали у хвостика 11 рядов, мы практически его довязали. 12 рядом мы уже будем закрывать эту деталь. Перед тем, как закрыть, не забудьте набить синтепухом. Смотрите, у нас с вами по периметру 8 петель. Соответственно, будем провязывать, захватывать за переднюю, за заднюю стеночку 4 столбика без накида. Захватываем за переднюю и за заднюю стеночку. Раз, передняя, задняя. 2, передняя, задняя. 3 и боковая. 4. Отрезаем, отрываем нить, кому как удобно, оставив небольшой кончик. Мы будем хвостик ввязывать, делаем закрепительный узелок, и наш милый симпатичный хвостик готов. Смотрите, какой хорошенький. А сейчас мы с вами свяжем ушки нашему малышу. Берем рабочую ниточку, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Второй ряд мы вяжем следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 3 раза. У нас образуется 9 петель. Столбик без накида, первая прибавка. Столбик без накида, вторая прибавка. Давайте затянем колечко, вывернем, насколько это возможно. Столбик без накида, третья прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И мы сейчас с вами уже будем вязать третий ряд. Вяжем его следующим образом. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 3 раза. В результате образуется 12 петель. Раз, два, первая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 2 раза, и мы увидимся на 4 ряду. Закончили вязать третий ряд, а в 4 ряду нам с вами необходимо 3 раза повторить следующую комбинацию. 3 столбика без накида, прибавка, и мы уже получим в результате 15 петель. Раз, два, 3, первая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 2 раза, и до встречи на 5 ряду. Провязали 4 ряда у ушка. 5 рядом мы будем его закрывать, провязывая за переднюю и заднюю стеночку. Так как у нас по периметру 15 петель, то в конце мы с вами сбоку, захватим 2 петли. То есть, соответственно, провяжем 7 столбиков без накида, еще раз говорю, а в конце у нас боковых будет 2. Итак, захватываем за переднюю и заднюю стеночку.
Раз, переднее, заднее. Два, переднее, заднее. Три, переднее, заднее. Четыре. Пять. Шесть. И 2 боковые петли. 7. И когда мы отрезаем, отрываем ниточку у уха, то оставляем кончик нити подлинней. Этой нитью мы будем пришивать ушко к головке котика. Делаем закрепительный узелок. Я связала второе ушко. Вы точно так же вяжете еще одно. Ну а мы с вами сейчас уже приступим к вязанию нижней лапки. Берем нить, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Во втором ряду нам с вами нужно сделать 6 прибавок. В каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида. В результате получим 12 петель. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Раз, два, третья прибавка. На этом моменте затягиваем кольцо. Раз, два, четвертая прибавка. Раз, два, пятая прибавка. И раз, два, шестая прибавка. Отмечаем последнюю петлю ряда маркером. И приступаем к вязанию третьего ряда. Вяжем его так. 5 столбиков без накида прибавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза. У нас образуется 14 петель. Раз, два, три, 4, 5. Первая прибавка. Вам сделать так еще один раз, и мы увидимся на 4 ряду. Довязали до конца 3 ряд. 4 и 5 вяжите самостоятельно, просто 14 столбиков без накида в каждом ряду, и мы уже увидимся на 6 ряду. 5 рядов связали, а в 6 ряду необходимо сменить цвет. Делаем все точно так же, как и у верхней лапки и у хвостика. В первую петлю следующего ряда вяжем соединительный столбик. Отрезаем, отрываем ниточку, оставив совсем небольшой кончик. Вытягиваем петлю, вводим крючок под последнюю петлю предыдущего ряда, захватываем ниточку, я уже так чуть побыстрее, воздушную петлю делаем, далее вводим крючок под этот соединительный столбик, снова захватываем ниточку и оставшуюся вот эту третью петлю. Подтягиваем хвостики чуть-чуть, захватываем рабочую нить и протягиваем через все 3 петли на крючке. И уже прячем ниточку, потянув за кончик. Все. Далее мы с вами вяжем просто по ряду. У нас сохраняется в 6 ряду 14 столбиков без накида. То есть первую петлю мы уже провязали, да, не сбиваемся. Считаем, раз провязали, 2, обвязываем при этом кончики нитей. 3 и 4. С вами 4 провязала. Что вы делаете дальше?
У нас по периметру 14 петель, 4 мы с вами провязали. Довязывайте до конца 6 ряд, соответственно 10 столбиков без накида вам еще связать. И после 6 еще вяжете самостоятельно 7 и 8 ряд. Все так же 14 столбиков без накида в каждом ряду. У нас здесь без изменений все. И мы с вами на том моменте увидимся. То есть 6 довязывайте, 7 вяжете 14 столбиков без накида, 8 14 столбиков без накида и встречаемся. Мы с вами довязали до конца нижнюю лапку. Сейчас прошу обратить ваше внимание на то, что я вяжу уже вторую лапку. Когда вы свяжете первую нижнюю лапку, что вам надо сделать? В первую петлю 9 ряда вяжете соединительный столбик и отрезаете нить, оставив совсем небольшой кончик. Когда вы, как и я, довяжете до конца вторую нижнюю лапку, ниточку не отрезаем, а продолжаем ею вязать нашего малыша. Что мы делаем? Сначала мы делаем воздушную петлю. И теперь будем присоединять к нашей второй лапке первую. Вводим крючок под петлю, куда мы с вами делали соединительный столбик. И вяжем столбик без накида. Присоединили. Прежде чем продолжить дальше, я предлагаю вам вот эту воздушную петлю, наш перешейк между двумя лапками, мостик, я предлагаю ее отметить маркерами, чтобы мы ее не потеряли, чтобы мы не сбились. В общем, для того, чтобы было удобно с ней работать. Так, сейчас вторую полупетлю захвачу. Так, захватила. Я двумя маркерами захватила полупетли этой воздушной петли. Все, теперь я ее точно не потеряю. Итак, мы с вами провязали первый столбик без накида по первой лапке. Дальше нам с вами нужно просто провязать по этой лапке до конца ряда. Получается, до конца ряда именно по этой лапке. То есть дальше вы вяжете столбиками без накида до воздушной петли, вот до этого перешейка. Мы первый столбик без накида провязали, вам получается еще 13 столбиков без накида до вот этого места. И мы с вами на том моменте встретимся. Мы с вами провязали 14 столбиков без накида по первой лапке и дошли до нашей воздушной петли соединительной. Что мы с вами делаем? Нам необходимо сейчас в нее сделать прибавку, то есть провязать 2 столбика без накида. Вводим крючок. Знаете, смотрите, вот мы довязали и немножечко как будто переворачиваем вот так, да, для удобства, чтобы было понятно, как мы туда ввязываем. Вводим крючок. Захватываю вот эту полупетлю. И только после этого я маркер выну, иначе я вообще ее потеряю. И вяжем сюда 2 столбика без накида. Раз. И сюда же 2. Сделали первую прибавку. Далее мы с вами вяжем 14 столбиков без накида по второй лапке. Раз, 2, 3, 4. Довязывайте оставшиеся 10 как раз до конца ряда нашего по второй лапке. Вот до этого места, до воздушной петли. 10 довязывайте и встречаемся. Мы с вами довязали 14 столбиков без накида по второй лапке. И снова дошли до воздушной петли. И сейчас мы сюда сделаем такую же прибавку, как делали с этой стороны, только с другой. Вводим крючок, вот прям пока не вынула маркер, ввожу крючок в нашу воздушную петлю. Теперь можно вынуть его.
Вяжем сюда 2 столбика без накида. То есть делаем прибавку 1 и 2. Все, полностью мы с вами присоединили обе ножки. Пока не забыла, давайте конец ряда немножечко сместим. То есть вот это последняя прибавка, да, последняя петля, которую мы сейчас провязали, и будет последней петлей ряда. Отмечаем маркером. Все, то есть мы сделали прибавку, и теперь вот эта последняя петля стала последней петлей ряда. И мы с вами закончили вязать 9 ряд. У нас по периметру в 9 ряду уже образовалось 32 петли, потому что мы с вами провязали 14 столбиков без накида по одной лапке, по другой, и сделали с двух сторон прибавки, да, в воздушную петлю, в наш перешеек. Мы сделали сначала одну прибавку, а потом вторую. То есть у нас еще образовалось 4 петли. Соответственно, 14 плюс 14 – 28, плюс 4, да, 32 петли. Понятно, откуда они взялись. Теперь самостоятельно просто вяжете 10 ряд, просто 32 столбика без накида. И мы с вами уже встретимся на 11 ряду. Довязали с вами до конца 10 ряд. Уже видно, как выглядят нижние лапки у котика, да, все уже красиво, аккуратно, вот это место соединения. Теперь самостоятельно давайте еще провяжите 11 ряд, в нем также 32 столбика без накида, без изменений, и мы с вами увидимся на 12 ряду. 11 рядов провязали. Сейчас вяжем 12 ряд. В нем также сохраняется 32 столбика без накида, но в 12 ряду мы с вами вяжем хвостик нашего милого котика. И смотрите, я наметила место, куда буду его ввязывать маркерами для удобства и для проверки, середина ли это, как это будет смотреться. Посмотрите, отметьте маркерами, сверьте с нижними лапками, нравится вам или не нравится, приложите хвостик к этому месту, вот так это будет мило, симпатично смотреться, думаю, у вас также. Значит, что получается у меня по тому, как я себе отметила это место? Сначала по ряду я провяжу 14 столбиков без накида. По идее, если вы не сбились, у вас должно быть то же самое. Вяжем по 12 ряду 14 столбиков без накида и на том моменте встретимся. Провязал 14 столбиков без накида по 12 ряду. Убираю первый маркер. И теперь буду ввязывать хвостик. У нас вот здесь на хвостике 4 петли, да? Будем захватывать за петлю на хвостике и петлю на тельце нашего котика и провязывать столбиками без накида дальше. Раз, петля на хвостике, на тельце. 2, петля на хвостике, на тельце. 3 и 4. Сейчас у нас будет, маркер уберу. Петля на хвостике, на тельце. 4. Дальше вяжем до конца ряд 12, довязываем оставшиеся 14 столбиков без накида, и при этом рекомендую обвязывать вот этот кончик нити от хвостика. Итак, вы довязали самостоятельно уже 12 ряд. Смотрите, как классно выглядит хвостик. Да, уже понятно, что это у нас будет котик. Смотрите, как это мило и симпатично, когда уже понятно, кто будет, какой он будет хорошенький. Я на этом моменте всегда любуюсь. Так, смотрите, 12 ряд довязали до конца. Теперь самостоятельно 13 и 14 вяжем по 32 столбика без накида в каждом ряду, здесь без изменений. И мы с вами уже увидимся на 15 ряду. 2 рядочка вяжете и встречаемся.
У нашего милого котика мы связали 14 рядов. И сейчас приступаем к вязанию 15. Вяжем его следующим образом. 6 столбиков без накида убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза, и у нас в результате образуется 28 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, первая убавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, вторая убавка. Вы повторяйте эту комбинацию еще 2 раза, и мы уже увидимся на 16 ряду. 15 ряд довязали до конца, а в 16 нам необходимо 4 раза повторить следующую комбинацию. 5 столбиков без накида убавка. В результате получим 24 петли. Раз, два, три, 4, 5, первая убавка. Раз, два, три, 4, 5, вторая убавка. Вы делаете так еще 2 раза, и до встречи на 17 ряду. Довязали до конца 16 ряд. В 17 ряду сохраняются все те же 24 петли, но в 17 ряду мы уже будем ввязывать лапки. Поэтому готовим наши верхние лапки и смотрите, что мы делаем. Сначала по 17 ряду вяжем просто 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Далее мы с вами будем вязать 5 столбиков без накида, захватывая за петли на лапке верхней и на тельце котика. Подхватываем петлю на лапке, подхватываем петлю на тельце и еще обвязываем вот этот кончик нити, чтобы он нам не мешался и не вылез потом в процессе использования игрушки. Раз, на лапке, на тельце, кончика нити. 2, на лапке, на тельце, кончик нити. 3, 4 и последняя, 5. 5. Обратите внимание, я ввязала лапку верхнюю вот этим узелком вперед. И с этой стороны буду делать точно так же, для полной симметрии и красоты. Потому что если мы посмотрим внимательно на лапку, да, то вот эта сторона такая закругленная, а здесь из-за узелочка, видите, вот так вверх идет. То есть я предлагаю вам как? Если вы узелком назад будете ввязывать, то обе лапки также делайте, то есть и одну, и вторую узелком назад, либо узелком вперед, чтобы они у вас красиво смотрелись. Ну, в принципе, можете сделать, как нравится вам. И вот немножечко мы, видите, узелочек торчит, да, мы так подтянем, расправим, и все. И наша лапка очень красиво ввязалась. Так, первую лапку мы ввязали. Дальше по ряду нам нужно самостоятельно провязать 8 столбиков без накида, и мы вместе вяжем вторую лапку. 8 столбиков без накида провязывайте и встречаемся. Провязали по тельцу просто 8 столбиков без накида. Берем вторую лапку и делаем то же самое. Захватываем за петлю на лапке и петлю на тельце. И вяжем 5 столбиков без накида вместе с лапкой. 1,
на лапки, на тельце, 2 на лапки, на тельце, 3 лапка, тельце, 4 и лапка, тельце, 5. И у нас должно остаться до конца ряда еще нам провязать 2 столбика без накида, 2 петли остались, мы их довязываем. Выну сразу маркер, чтобы удобно было обвязать вот этот кончик. На той же лапке мы обвязывали, на этой будем делать то же самое. 1 и 2. И мы с вами довязали до конца 17 ряд. Сейчас подтяну. Я сейчас проверю, нравится ли мне, как я ввязала верхние лапки, и вернусь к вам. Все, посмотрела относительно нижних лапок, относительно друг друга, все симметрично и очень красиво. И как всегда, напоминаю, если вы где-то сбились и ваша последняя петля ряда расположена в другом месте и несимметрично ввязываются лапки, если вы их ввязываете по моей схеме, то ваша задача, неважно, как вы сбились, ваша задача ввязать верхние лапки симметрично относительно нижних, то есть вязать их просто красиво. Все, неважно, если у вас не совпало, как у меня, да, просто немножечко по своей схеме это делайте. А мы с вами ввязывали следующим образом, чтобы было понятно, если кто с первого раза не понял, люблю этот момент повторять. Значит, сначала мы с вами по ряду провязали 4 столбика без накида просто, потом 5 столбиков без накида с лапкой, затем 8 столбиков без накида просто провязали, снова 5 столбиков без накида с лапкой и оставшиеся 2 столбика без накида довязали до конца ряда. И у нас все те же 24 петли сохранились. И сейчас мы с вами приступаем к вязанию 18 ряда. Вяжем его следующим образом. 2 столбика без накида убавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. У нас образуется 18 петель. И вот эти 2 столбика без накида я еще обвяжу кончик нити от лапки. 1, 2, все, больше обвязывать его не буду, достаточно. Делаем первую убавку. 1, 2, вторая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже увидимся на 19 ряду. Ну а в 19 ряду нам с вами нужно 6 раз повторить следующую комбинацию. Столбик без накида, убавка. В результате образуется 12 петель. Столбик без накида, первая убавка. Столбик без накида, вторая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже увидимся на 20 ряду. Мы довязали с вами до конца 19 ряд. Смотрите, отверстие достаточно узенькое. Можете, в принципе, сейчас набить нижние лапки и пузик котика. Я это буду делать позднее, чтобы мне было удобно вам показывать сам процесс. А вы смотрите, набивайте тогда, когда вам удобно. Можете заранее. Так, не смотрите на то, когда я набиваю. Я уже прям в самую последнюю очередь это делаю. Итак, 20 ряд. В 20 ряду нам с вами нужно сделать 12 прибавок. То есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика без накида и получим в результате 24 петли. Это мы сейчас начинаем вывязывать головку нашему малышу. В каждую петлю. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка.
Вы делаете так еще 10 раз, то есть 10 прибавок, и мы уже с вами встретимся на 21 ряду. Сделали 12 прибавок и начинаем вязать 21 ряд. Вяжем его следующим образом. 3 столбика без накида прибавка, повторяем комбинацию 6 раз, у нас образуется 30 петель. Внимательно старайтесь петли не пропускать, они сейчас расположены близко друг к другу из-за того, что мы делали часто прибавки. Раз, два, три, первая прибавка. Раз, два, три, вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза и до встречи на 22 ряду. Довязали до конца 21 ряд, ну а 22 провязывайте самостоятельно просто 30 столбиков без накида и до встречи на 23 ряду. 22 ряд мы связали, ну а в 23 нам необходимо 6 раз повторить следующую комбинацию: 4 столбика без накида прибавка, и уже в результате получим 36 петель. Раз, два, три, 4, первая прибавка. Хвостик. Раз, два, три, 4, вторая прибавка. Вы делаете так еще 4 раза и до встречи на 24 ряду. Закончили вязать 23 ряд. 24 вяжем так: 5 столбиков без накида прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. У нас уже образуется 42 петли. Раз, два, три, 4, 5, первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже увидимся на 25 ряду. Довязали до конца 24 ряд. А теперь самостоятельно с 25 по 28 ряд включительно, это 4 ряда, вяжем по 42 столбика без накидов в каждом ряду, и мы уже с вами увидимся на 29 ряду. 4 рядочка самостоятельно и встречаемся. Мы связали 28 рядов у нашего котика. Такой головастик получается. Ну, все как я люблю. И приступаем к вязанию 29 ряда. Вяжем его так: 5 столбиков без накида убавка, повторяем комбинацию 6 раз, в результате получаем 36 петель. Раз, два, три, 4, 5, первая убавка. Раз, два, три, 4, 5, вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза и увидимся на 30 ряду. Закончили вязать 29 ряд. 30 ряд вяжите самостоятельно, просто 36 столбиков без накида. И до встречи уже на 31 ряду. Довязали до конца 30 ряд, и перед тем, как приступить к 31, хотела показать, как на данном этапе должен выглядеть наш котик. Вот такой малыш получается. Милый и классный. Ну а мы с вами вяжем 31 ряд.
и в нем необходимо 6 раз повторить следующую комбинацию. 4 столбика без накида убавка, и мы с вами уже получим 30 петель. Раз, два, три, 4. Первая убавка. Раз, два, три, 4. Вторая убавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза и до встречи на 32 ряду. 31 ряд довязали до конца, ну а в 32 провяжите самостоятельно 30 столбиков без накида, и мы с вами уже увидимся на 33 ряду. 33 ряд вяжем следующим образом. 3 столбика без накида убавка, повторяем эту комбинацию 6 раз, в результате получаем 24 петли. Раз, два, три, первая убавка. Раз, два, три, вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза, и мы уже с вами увидимся на 34 ряду. Мы довязали до конца 33 ряд, и на этом этапе я предлагаю вам вставить глазки и носик. Сейчас скажу, куда вставила я. Итак, смотрите, отсчитываем от ряда, где мы делали прибавки в каждую петлю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Между 8 и 9 рядами я вставила глазки, ну а соответственно носик я вставила между 7 и 8 рядами. Ну а вы, конечно же, перед тем, как вставить заглушки, примеряйте, посмотрите, как нравится вам. Рекомендую вот так зажать глазки, потому что мы обязательно будем делать утяжку, полюбоваться, какая это будет милота. Вот в конечном результате будет выглядеть вот так. И если вот в таком положении вам нравится, как смотрятся глазки и носик, то уже после этого закрепляйте. Закрепляйте, набивайте котика синтепухом и продолжаем вязать. Сейчас мы будем вязать уже 34 ряд. И будем вязать его следующим образом. 2 столбика без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас образуется 18 петель. Уже лапуля-лапуля, симпатюля-симпатюля. Так. Раз. Два. Первая убавка. Раз. Два. Вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза, и мы уже с вами увидимся на 35 ряду. Закончили вязать 34 ряд, 35 вяжем так. Столбик без накида, убавка. Повторяем комбинацию 6 раз, у нас образуется 12 петель. Столбик без накида, первая убавка. Столбик без накида, вторая убавка. Вы делаете так еще 4 раза, и мы уже увидимся на 36 ряду. Закончили вязать 35 ряд, ну а в 36 нам с вами нужно сделать 6 убавок, и у нас уже образуется 6 петель. Точнее, останется уже 6 петель только. Так, первая убавка, вторая убавка. Вы делаете еще 4 убавки, и мы встречаемся. Итак, у нас с вами осталось совсем маленькое отверстие, которое мы сейчас будем закрывать. Отверстие из 6 петель. В первую петлю мы с вами делаем соединительный столбик. И отрезаем, отрываем ниточку, кому как удобно, оставив кончик подлиннее, и мы будем закрывать головку
нашего котика. Вытягиваем нить. Берем иголочку с большим ушком. Я сейчас не на камеру вдену ниточку и вернусь к вам. Вставила нить в иголочку и собираем оставшиеся петли. Просто проводим ниточку под петлями, не затягиваем, а то потом будет не видно. Собрали все петли, и вот сейчас можно затянуть. Затягиваем ниточку и, конечно же, делаем закрепительный узелок. Все, и прячем нить в вязание. Так, ну потом отрежем ненужный кончик, поправляем и смотрим, как у нас аккуратненько, красиво закрылась головка. Вот такой у нас сейчас пучеглазик, которому мы начнем сейчас утягивать глазки. И это будет невероятная милота, хоть и сейчас он очень хорошенький. Вот такой лапуля. Сейчас подготовлю ниточку и иголку и приступим к утягиванию глазок. Я взяла длинную иголку и обычную швейную нитку. Мы будем сейчас вводить иголочку под этим глазиком, а выводить и, соответственно, утягивать противоположный глаз. Смотрите, вводим иголочку под глазом над рядом со сплошными прибавками, а выводим внизу наружной части глаза. Вот здесь. Вот где вывели. Внизу под глазиком, снаружи. Всю ниточку не утягиваем, да, оставляем вот такой кончик, хвостик, потому что будем перевязывать между собой нити. Вывели внизу с наружной стороны, а будем вводить обратно с внутренней стороны. То есть вводим здесь же внизу, но с внутренней стороны глазика. Вводим и выводим близко к тому месту, где мы иголочку вводили. Сейчас нащупаю. Вот здесь получается. Вот здесь вывели. И не на камеру. Сейчас завяжу несколько узелочков. Смотрите, вот так глазик у нас утопится, и мы его завяжем. Завяжем ниточки. Сейчас не на камеру завяжу и вернусь к вам. То же самое мы сейчас с вами сделаем со вторым глазиком. Соответственно, иголочку вводим уже под этим глазом. Находим все тот же ряд, да, со сплошными прибавками. Вводим иголочку. А выводим ее внизу с наружной стороны глаза. Вот здесь вывели. Не всю ниточку утягиваем, да, соответственно. Вводим ее обратно. Все так же внизу глаза, но уже с внутренней стороны. И выводим близко к тому месту, где вводили. Вот здесь. И выводим. И сейчас мы утянем второй глазик. И вот такой симпатюля у нас уже получается. Но это еще не все. Завязываем несколько узелочков и встречаемся. Завязали. Сейчас покажу, как удобно ниточку прятать. Ну, в общем, ничего сложного, просто ее в вязании прячем. Вставляем иголочку. И в эту же иголку в ушко вдеваем второй кончик, которым мы как раз перевязывали тоже, да? Сюда же вдеваем. Так, на камеру, как всегда, все не сразу. На том стоим.
немножечко вдели и выводим иголочку так, чтобы у меня глазки у котика не поцарапались. Синтепух подложу. Вот так. Все, отрезаем ниточку. Но я сказала, это еще не все. Сейчас надо приготовить нить длиннее. Мы продолжим утягивать глазки. Ну, две длины, которые мы использовали для одного и для второго. И встречаемся. Так, я приготовила длинную нить. А что-то, наверное, не совсем. Ну ладно, сейчас посмотрим, хватит или нет. Надеюсь, что хватит. Что мы дальше с вами делаем? Переворачиваем нашего малыша. И находим шею, да, все тот же ряд со сплошными прибавками, серединку. Вводим иголочку. Сейчас не имеет значения, к какому глазику мы ее выведем, к любому, как вам будет удобно. Я буду выводить вот к этому. И сейчас я ее буду выводить, эту иглу, уже к внутренней стороне глаза сверху, к внутренней стороне глаза, сверху глаза, но, еще раз говорю, внутренняя сторона, вот здесь. Вывожу. Точно так же я всю нить не утягиваю, оставляю хвостик, будем перевязывать, да, небольшой кончик нити оставляем. Вывела с внутренней стороны, а вводить обратно буду с наружной стороны верхней части глаза, вот здесь. А вот здесь буду ее уводить обратно. Так, и выведу близко к тому месту, где вводила. Вот здесь. И смотрите, что сейчас у нас получится. Так, сейчас натяну получше. И вот так глазик мило утянется. Смотрите, какой эффект получается. Сейчас я завяжу не на камеру, и этой же ниточкой, если вот я рассчитала, и вы тоже, если длины хватит, то мы именно этой же нитью утянем второй глазик. Поэтому я говорила, приготовьте ниточку подлиннее. Все, завязываем здесь, натягиваем, да, и завязываем несколько узелочков. Завязала. Вот так этот глазик уже выглядит. И то же самое сейчас сделаем со вторым глазиком. Вводим иголочку. Туда же, собственно говоря. А выводим с внутренней стороны верхней части глаза. Вот здесь. Выводить ее будем с наружной стороны все той же верхней части глазика. Надеюсь, вам все видно. Так, вводим обратно. Рядом с тем местом, где вводили. И получается этой же ниточкой, ну хвостик уже у нас не уйдет, да, он уже завязан. Этой же ниточкой мы сейчас перевяжем. Вот так натяну. И смотрите, какая лапа получается. Смотрите, какой хорошенький. Сейчас завяжу не на камеру и вернусь. Утянули глазки у нашего малыша, и посмотрите, какое очарование получилось, какой он нежный, какой он милый. Посмотрите, какой хорошенький. Это что-то. И нам осталось всего лишь пришить ушки. Перед тем, как пришить ушки, примеряем, определяемся с тем местом. Ой, не могу, посмотрите, какой хорошенький будет. Определяемся с тем местом, куда пришьем. И далее на камеру пришивать не буду, но обязательно покажу, как это делать. Определились. Прикладываем ушко. У нас с вами осталась ниточка, да, которую мы специально для этих целей и оставили. Берем иглу с большим ушком и пришиваем, цепляя за столбик на головке, ну так, знаете, поглубже, прям так хорошенечко, и за петлю на ушке. И любым удобным для вас способом пришиваете столбик на головке, петля на ушке.
Вот так пришиваем, и наше очарование будет готово. Не на камеру пришью ушки, то есть соберу до конца нашего малыша и обязательно покажу, что получилось. Ушки пришиты, и на меня смотрит самый милый, самый нежный котик. И я уверена, что и вы сейчас любуетесь своим нежным, очаровательным малышом. Ну что, до новых встреч и пока-пока!